товарищи, это Олег, собственно, автор проекта. Кстати говоря, Калаш Кастом называется канал, где можно посмотреть и на эту лодку, и на другие проекты. Ребят, у них очень много всего крутого. Но сейчас про лодку рассказывай все, я вообще не шарю. Да. Ну, лодка, база ГАЗ-24, это верхняя часть, соответственно, нижнюю часть мы сделали самостоятельно, это у нас понтон из алюминия. Нет, сначала это был понтон, первые тесты были неудачные, то есть мы практически начали тонуть. Вот. Дальше мы сделали понтон и посередине небольшую часть, опять неудачно, третий раз опять неудачно. В итоге с четвертого раза мы сделали тримаран, и сейчас уже она выходит на полный ход. Так, я думаю, может, пока прикроем, чтобы это... Да, О, тут электростеклоподъемники. Да, все очень-очень серьезно. В принципе, тут стандартная двухмоторная машинка, газ-реверс, только она сейчас запрограммирована, чтобы управлять одной машинкой, двумя моторами. То есть можно по отдельности газовать, но она сейчас эта часть отключена. То есть только образно вот газ нейтральная и назад. Вот, то есть, как бы, собственно говоря, это тоже трим, можно каждый мотор по отдельности поднимать, но тут есть также кнопка, которая поднимает сразу два мотора, что гораздо удобнее и, ну, правильнее. Слушай, а в этом есть вообще смысл? Они по отдельности используются? Бывают такие ситуации? Да, для чего это сделано? Особенно вот в таком случае, чтобы больше маневренности было на парковках. Получается, когда мы газ-реверс делаем, у нас начинает поворачиваться в определенную сторону, смотря каким мотором вперед, каким назад. То есть и тем самым мы начинаем разворачиваться на месте. То есть вот почти так. То есть это удобно, когда нет подруливающего, а подруливающего у нас нету и места под него не особо много. Вот. Сегодня, кстати, очень сильный ветер. Прям такой сильный, что обычно в такой ветер никто не выходит, но благо, что он от берега, и вот вдоль берега мы сможем сейчас покататься, и зато немножко выйдем на волну, а волна там уже с барашками у нас, немножко покажем. Главное, чтобы полиция нас не настигла, потому что полиция у нас еще пока такой вопрос не закрытый. Вот, то есть права-то у меня есть. Слушай, здесь тоже регистрация, как с автомобилями, вот эта вот история. Да, но тут чуть-чуть попроще. Ну, на мой взгляд, попроще, потому что мы сами делали конструкторскую документацию. А если, конечно, ты частное лицо, которое там сам на себя работаешь в гараже, то это очень проблематично. Кстати, а почему первые 3 раза было неудачно? Что сделали не так? Что пошло не так? Во-первых, нет опыта, как минимум, в кораблестроении, лодкостроении и судостроении. Не было расчетов точных. Ну, вообще, как бы, расчеты были какие-никакие, да, но плавучести нам не хватало. То есть первый опыт нам вообще не хватило плавучести, там, ну, прям совсем-совсем. Второй раз конфигурация добавления плавучести была неточная. Третий раз то же самое. И потом уже, собственно говоря, пошевелили мозгами, подумали над плавучестью более плотно, посчитали, рассчитали, сделали тримаран, и вот это уже хватило вполне. А проектировали в какой-то проге или прям вот наживую, что называется, варили? Нет, это мы все проектировали по 3D модели. У нас, в принципе, на канале весь этап постройки есть, как бы есть 3D модель полная. Соответственно, мы проектировали все жесткости внутри. То есть здесь они сделаны с большим количеством и чрезмерно много. То есть можно было меньше жесткости сделать, но мы решили перестраховаться. Слушай, расскажи про приборы. Вот все, что здесь есть, явно что-то как в автомобиле, но в основном нет, видимо. Ну, собственно говоря, GPS спидометр мы взяли его там на Алиэкспрессе. Он, собственно говоря, максимально такой примитивный, недорогой, по дизайну нам понравился. Соответственно, он показывает, ну, одометр есть, скорость, уровень топлива. Это у нас карт-плоттер, гарминовский, модель я точно не скажу, потому что сам не знаю. Он показывает обороты на каждом двигателе, показывает уровень подъема моторов. Сейчас в данный момент они у нас в самом низу. Далее показывает скорость, курс, геопозицию нашу. Ну, тут много разных есть на самом деле. Тут приборы контроля, также можно двигатель, он показывает расход топлива в моменте, баланс, опять же, двигателя, напряжение и обороты. То есть обороты на 2 моторах. Ну, конечно же, можно и рыбачить. То есть, соответственно, показывает глубину, 3,6 метра под нами, температура воды 23 градуса, то есть как бы
показывает и рыбу, и все остальное. То есть как бы много разных таких вот моментов. С баком вообще картина интересная, потому что с одной стороны бак здесь огромный по автомобильным меркам. Мы понимаем, что это не автомобиль, но тем не менее 400 литров это прям убедительно. Но надо понимать, что эта лодка по сути два автомобиля сразу. Потом поймете почему, пока просто поверьте на слово. Итого 400-литровый мощный топливный бак, сваренный из металлического листа, который попутно еще и силовой элемент здесь, в придачу ко всему. Что важно отметить, что место все равно осталось приличное, и здесь разместят какие-нибудь ящики, где можно всякие необходимые вещи будет хранить. Это правильно, хорошо и полезно. Как его заправлять? Вот это, кстати, вопрос, потому что вот она, горловина, до нее поди дотянись, тем более дотянись канистрой. Поэтому используются различные приборы для перекачивания топлива из канистры. И вот тут важно отметить, что у марки Беркут подобных помп в хозяйстве очень много, поэтому можно сходить на их сайт, посмотреть их ассортимент. У Беркута много устройств, которые в частности нужны тем людям, у которых есть собственный катер, собственный квадрик, собственный снегоход. У ребят в катере лежит, кажется, такое устройство. В любом случае, это бренд Smart Power. Ссылки в описании. По промокоду, кстати, можно купить со скидкой. В любом случае, это вот такая обычная ходовая штуковина. На самом деле, в ассортименте Беркут помпы есть самые разные. Работающие от батареек, работающие от аккумулятора, работающие от сети. Есть простейшие, элементарнейшие штуки, вроде такой помпы за 1000 рублей. И, кстати говоря, купить, положить в гараж – отличное дело. Во всяком случае, лучше пользоваться ею, чем облить себя там соляркой, бензином, себя или технику, и вот это вот все. Это не слишком приятно. Есть вот такие серьезные конструкции для перекачивания топлива из бочек. Если у вас есть бочка с топливом, имейте в виду. В любом случае выбор богатейший. Все это уже многократно проверено, в том числе и лично мною. Промокод, как я уже сказал, в описании, как и все необходимые ссылки. Ну а мы продолжаем. Товарищи, тут все очень запутанно, я вам скажу, потому что автомобильный кузов у нас один, автомобильных моторов два. И я причем не оговорился. То есть в каждом из этих пластиковых корпусов с надписью Honda находится мотор. Судя по надписи 250, он развивает 2500 лошадиных сил. Каждый из двух моторов, каждый. И это двигатели V6. Понятно, что здесь они формально лодочные, они, разумеется, адаптированы для использования на водной глади, но куда ты сегодня денешься от унификации? Никуда. Поэтому, по сути, перед нами два аккордовских V6, которые еще частенько шпарят под нагрузкой, близкой к максимальной, и, естественно, в таких условиях мало жрать эта конструкция не имеет морального права, я бы сказал. Потому что тут у нас, считайте, два далеко не самых хилых автомобиля, которые одновременно валят по той самой водной глади. Что касается системы управления, то покуда ты сидишь там в кресле, ты, ну вот считай, в автомобиле. Перед тобой приборная панель, у тебя руль, ты его крутишь, лодка поворачивает. Но на самом деле тут все не то чтобы сложнее, тут все иначе. В мире машин, наделенных мотором и колесами, такая система используется на вездеходах, на строительной технике, там, где надо ездить медленно, но там, где большие нагрузки, большие колеса и большая масса. Я имею в виду строительную технику, я имею в виду вездеходы, там используется гидравлика. Здесь тоже гидравлика. Иными словами, существует насос, который качает гидравлическую жидкость. Когда мы поворачиваем руль, все это оживает, здесь меняется давление, и, соответственно, та самая гидравлическая жидкость поворачивает моторы в нужном направлении. Это, конечно, совершенно не автомобильная система, но вполне логичная для катера. Ну все, сейчас мы произведем обгон стандартного катера 150 лошадиных сил. Вот, мы им даем фору, они уже вышли на глиссер, разогнались, и следом стартуем мы. Да, волны очень сильные. Да, мы их с легкостью обошли, потому что... А вот это 80, это реальное сейчас? Это абсолютно реальное, вот тоже GPS вот это дублирует. Вот сейчас будет сильная волна от проезжающего катера. Вот. Кстати, дворники очень сильно помогают езде на воде, такие погодные условия. Ну, кстати, вот объем вода не передает вот этот, который он есть по факту.
прям очень сильная на воде, но тем не менее при такой скорости, мы это еще благополучно проходим. Я не знаю, как ребята на катере это ощутили. Ну, вообще управление стандартное лодочное, но нам пришлось его кастомизировать, потому что мы без опыта постройки, соответственно, мы неправильно сделали рецесс. Это та часть, где как раз вот крепится мотор, там ставится рулевой гидроцилиндр, который должен быть стоять на моторе, но мы его не смогли туда поставить, так как у нас был минимальный подъем мотора, то есть это наша конструктивная ошибка. Но так как мы ребята с руками и с пониманием, мы просто перенесли машинки в другое место. Тем самым как бы управление осталось на том же уровне, абсолютно в том же качестве, но тем не менее оно все поворачивается. То есть там стоит у нас гидромотор, а здесь два гидроцилиндра. Просто перекачивает жидкость справа налево, и одной тягой соединены два мотора. Вот, то есть стандартно. То есть связи механической нет, чистая гидравлика? Чистая гидравлика, да. Единственная проблема здесь была — это синхронизация этих двух цилиндров. Но это решили мы тем, что вот как раз жесткая тяга их, собственно говоря, и, не дает им по-разному работать. Все. Да, но ощущение нет. Все равно, даже у меня ощущение до сих пор нестандартное, то что тут и дворники работают, и на тормоз периодически еще нажимаю сам. Вон ребята параллельно идут на катере, мы едем всего лишь 40, но они уже очень сильно ощущают это волнение, потому что волнение действительно большое. Еще прикольно наблюдать со стороны за происходящим, потому что, как правило, люди с непонятным таким взглядом, с оцепением таким смотрят на нас, проезжающих мимо. На Волге. Да, на Волге. И особенно было прикольно, когда мы поехали на рыбалку на выходных, и там рядом стояли мужики, рыбачили, и мы такие подъезжаем на Волге. По-моему, один перекрестился сначала, подумал, что у него это... Вчерашний день прошел очень удачно. Что приятно здесь, то что ее не болтает вправо-влево. То есть если катер обычный прям сильно болтается на волне за счет, вот, не знаю, может быть, скелеватости или узкого днища. Это благодаря тому, что тримаран? Ну да, ширина большая, то есть опорных точек ширина очень большая, и тем самым, мне кажется, ну, это помогает. То есть именно дает более устойчивую конфигурацию. Ну, это, наверное, такие особенности тримаранов. Но, конечно, поворотливость, она не такая комфортная, как на катере. То есть на катере все-таки идет крен при повороте, то здесь уже крена как такового мало, и она более плоско заходит в поворот. На скорости немножко страшновато. Но, опять же, можно сбавить скорость во время поворотов, да? Ну, от Волги остались родные дверные карты. В первую очередь, панель управления, она осталась частично волговская. То есть мы все равно лодочные приборы адаптировали под нее, чтобы они были вообще в целом. То есть как бы можно было и адаптировать под штатную приборку, но мы решили заморочиться так. Сиденья тут стоят тоже не родные. Это китайские сиденья, реплика Nissan GT-R. Задние от Kia стоят, задний диван. И вот такой огромный люк. Люк, он больше для безопасности сделан, чем для эстетики. Чтобы если вдруг что... В случае с чего, так сказать? Да, катапультироваться можно было. Зачем вы ее вообще делали, эту лодку? То есть я понимаю, для удовольствия правильный ответ. Ну да. Но должна быть некая формальная причина. Мы на ней будем, вот что? Да на самом деле это проект больше как, ну, хайповый, чтобы нас начали замечать в интернете, потому что мы хотим больше показывать себя именно в соцсетях, то есть как бы то, что мы можем делать проекты, какие мы можем делать проекты. Это больше хайповый, потому что благодаря этому проекту есть возможность, что тебя заметят. Но это было, на мой взгляд. Калаш Кастом, канал на YouTube. Подписывайтесь. Вот. Да. Ну, собственно говоря, то есть другие проекты, они более технические, этот более такой хайповый, но он не менее технический, потому что там спроектировать понтоны сделать, спроектировать тут органы управления и все остальное, это тоже не вот тебе там хоп, задача там за 2 секунды. Вот. Ну и кайфовать на воде, рыбачить. Мы уже даже рыбу поймали на ней. Все, можно побольше газу, на глиссер выходим. Ух ты! Да. Чуть-чуть тримом поднимаем моторы.
Так. Да, можно руку вообще не убирать. А дворники там повернуть надо. Как на Волге. Да. Как... На воде, конечно, скорость вообще иначе воспринимается. 45 километров в час. Ну, что это такое на асфальте? Да ничего. А здесь, ну, даже страшно как-то поначалу. Хотя самое главное пережить вот этот первый момент, когда машина так нос задирает, и у тебя возникает ощущение, что ты сделал что-то совершенно не то. И я думал, ее куда-то клонить будет, не клонит. Да, она как по рельсам идет. Так. И вроде как Чуть-чуть тримпанем. А как влияет на ходовые качества вот это положение моторов? Вот это дельфинирование исчезает, когда правильно настроено. То есть скорость максимальная, когда моторы оптимально выставлены по углу, соответственно, скорость. То есть в зависимости от скорости они должны стоять под определенным углом. Вообще, на удивление, удобная лодка, на самом деле. Просто здесь действительно, как в автомобиле. Кресла даже получше будут, всех. Поэтому, ну, можешь сидеть и наслаждаться. Единственное, что через наш спасательный люк так брызги-то в рыло прилетают. Но если это за скобками оставить, то... Но сегодня еще волнение такое на воде, как бы можно дать скидку на это, потому что когда штиль, соответственно, нет такой проблемы. Ну и на скорости тоже. Так, 50 км в час, а глубина где у нас тут? Глубина только на малом ходу показывается. Такое ощущение, что катер он просто над водой летит, потому что действительно высоко. Ух ты! Так, почти до 90, Разогнались, все, больше хулиганить не будем. Волнение не позволяет нам сегодня. Даже мне немножко страшновато было. Слушай, а почему? А что может случиться? Я понимаю, что... Да нет, на самом деле ничего, кроме того, что это... утонем. Нет, я имел в виду, вот фактически, вот мы же идем по прямой, что может произойти с лодкой? Я понимаю, поворот, ну как бы он предполагает тому, что может перевернуться, ну гипотетически. А на прямой-то что? Да не, просто будем сильно подлетать и жестко приземляться, когда, да, то есть это единственное, что могло быть. Так, но это не предел, ты будешь ее как-то доводить до каких-то трехзначных скоростей? Да, не сами. Сейчас, я думаю, в сторону берега можно будет потихоньку. А прям не сбавляя. Самое главное, что вот на таком хорошем ходу в 45 км в час я руль до упора выкручиваю. Кстати, лодка не наклоняется никуда. Хотя, кстати, приличные катера, они так как внутрь поворота клонятся. И в этом тоже кайф, конечно, он такой. А это просто как по рельсам, как будто на паровозе на таком. Да. Но тримаран, тут ничего не скажешь. Да. А так, конечно, мы будем сейчас выходить на максимальную скорость. Это однозначно. Это наша задача выжать из нее хотя бы километров 120, а то и больше. Вот. Мы сейчас будем еще это делать и делать. То есть сейчас следующий этап — это подборка винтов. Далее мы хотим приподнять еще моторы немножко, чтобы занижение было минимальным. Вот. Ну, как бы доработки они всегда есть и будут. И еще и у нас косметических много, но надо закрыть колесные арки. А прям просто закрыть колесные арки или прям переварить кузов так, как будто там нет колесных арок? Вот пока не приняли такого решения, не знаю, может в комментариях у вас напишут как раз, как лучше сделать, поставить. О, там вам напишут, как бы они сделали, если бы умели, так это, конечно, это вот да, это не вопрос. Ребят, если понравилось, то обязательно пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на Калаш Кастом. И, в общем, будем следить и за этим проектом, и за следующими, потому что вообще-то у ребят в разработке есть несколько очень-очень-очень интересных машин. Так что я надеюсь, это мой не последний визит в Тольятти. На мой взгляд, очень классная штука, очень какая-то душевная, что ли, если хотите. В общем, как говорится, репортаж с берегов Волги закончен. У меня на сегодня все. С вас традиционно лайки, дизлайки и, конечно, комментарии экспертов.